Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие происходят события и куда пойдут активы, которые представляют в наибольшей степени интерес. Так, друзья, давайте рассмотрим, что у нас на сегодня по календарику запланировано. Ну, из ключевых событий это базовые заказы на товары длительного пользования США. То есть это именно то, что указывает на то, как происходит восстановление американской экономики. Потому что товары длительного пользования, если ожидается, что все будет плохо, их не будут активно закупать, и тем более не будет этот показатель превышать запланированный. Ну и далее ВВП США квартал к кварталу. То есть вот это достаточно важный показатель, потому что если уж он покажет меньшее значение, чем прогноз, то это значит вообще дело не очень хорошо обстоит. Так, ну и далее число первичных заявок на получение пособий по безработице. Здесь вот этот индикатор, он достаточно противоречив с моей точки зрения. Хотя, с другой стороны, если посмотреть график его, то в среднем или по средневзвешенному по нему в Соединенных Штатах дела обстоят просто великолепно. Первичные заявки неукоснительно снижаются. И с такой скоростью движения они уже приближаются к докризисному значению 200, 219, 220. Вот здесь вот то, что мы наблюдали до ковидного сбоя. Но с моей точки зрения наиболее показателен индикатор это именно просто общая безработица. Не заявки первичные и не рост новых рабочих мест, а именно сама безработица, которая показывает реально, как обстоят дела. Ну и далее в 5 часов индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости месяц к месяцу. Так, ну и переходя к российской повестке, сегодня Лукойл проводит телеконференцию. По Русгидро сегодня отчетность за первый квартал и телеконференция. То же самое по Полюсу. По Россетям финансовая отчетность за первый квартал. Ну и по БСБ Красноярск Энергосбыт и Полюсу ГОСа. И Полиметалл сегодня проводит День инвестора и аналитика, что достаточно хорошо перекликается с Полюсом, который сегодня дают финансовую отчетность. Так, ну вот сейчас новые страсти по поводу лечения ковида возникают в западном мире. Это препарат Ивермектин. Препарат, который вроде как по заявлению ряда активистов очень эффективен для предотвращения и лечения ковида. Это препарат, который используется как биодобавка или как препарат для лечения от паразитов. Здесь проблема заключается в том, что вроде как утверждают, что официальные органы во многих странах отказываются принять этот препарат, потому что он будет мешать зарабатывать Big Pharma, потому что он дешев, он везде есть и так далее и тому подобное. На самом деле, насколько я помню, исследования, которые по нему проводили, выявило, что при пероральном приеме, то есть когда его едят, он не дает необходимой концентрации в крови, которая вызывала бы подавление воспроизводства вируса ковида. Вот. И поэтому здесь вопрос стоит относительно того, как увеличить его эффективность. Вот. Поэтому здесь тема она очень острая, очень больная. С другой стороны, те прививки, которые делают, они не стоят таких больших денег. В США вообще и в Европе, во многих странах прививки бесплатно проводятся. И поэтому вот эта тема, она не совсем понятна. То ли это хайп, то ли действительно здесь есть реальное вещество, которое эффективно действует против ковида. Так, друзья, далее давайте перейдем к графикам. Baltic Dry, дневной таймфрейм, продолжает он снижаться, но опять же в ту зону, которая комфортно для мировой торговли и для того, чтобы не было роста потребительских цен, он пока не пришел. Мало того, на текущих значениях, то есть выше 2700, он замер и пока он ниже не идет. Соответственно, чем дольше он держится вот в этом диапазоне выше 2000, тем более 2700-2500, тем больше негативное влияние на рост инфляции и издержек. Так, друзья, далее китайский фондовый рынок. Сейчас есть ряд исследований, которые указывают на то, что китайские акции в ближайшие несколько недель по стоимости будут обгонять, точнее по приросту стоимости будут обгонять американские, потому что там есть определенные закономерности в поведении Китая и Америки относительно друг друга.
Ну, мы, в общем-то, и видим по движению китайского индекса CSI 300. Он пробил, наконец-то, вот это сопротивление, и он закрепился выше значения, которое 5200. Ну и все, то есть, если он находится в этом диапазоне, то велика вероятность того, что на следующей неделе и в июне мы увидим его движение на 5750. Далее индекс волатильности VIX. Ушел он консолидироваться в диапазон 19,5-17,5. Ну и то, что он здесь находится, для фондовых рынков это несомненный позитив. Значит, никто в ближайшее время потрясений не ждет. Здесь позиции разгрузили и ушли вниз их опять набирать. Так, друзья, далее нефть. По нефти интересная ситуация. Сейчас 7:30 по Москве. Здесь намечается отскок, разворот и движение на 69.15. Этот сценарий получит развитие, если в ближайшие 2-3 часа мы по нефти не получим движение вниз, пробуем 68.15. Если такого движения не будет, то сегодня в течение дня будет заход на 69.14, 69, вот сюда, в этот диапазон. Так, друзья, далее золото. На дневочках, конечно, золото нарисовало там такую стрёмную разворотную формацию с целью движения вниз. Вот это часовик. Часовик здесь, наоборот, достаточно оптимистичный. Он указывает на то, что по золоту развивается отскок. Цель этого отскока – движение на 1909-1911. Сейчас, как только будет пробитие устойчивое 1898 и закрепление, мы увидим вот это движение, цель которого 1911. Соответственно, это движение не получает развития, если здесь у нас происходит откат и пробитие 1892. Так, друзья, далее криптовалютам. Давайте сегодня биткоин посмотрим. Биткоин консолидируется в диапазоне 39 500, 33 700. Пока он не пробил нижнюю границу устойчивого, он в этом диапазоне так и будет торговаться, болтаться. На текущий момент времени, если в ближайшие часы не последует пробитие 36 300, он от этих значений, от текущих, либо немножко пониже, развернется и отскочит. И цель движения первая будет 40 800. И в случае закрепления на этой цели, следующая цель движения 45 300. Так, друзья, далее NASDAQ. NASDAQ вчера достаточно позитивно отторговался. И теперь по NASDAQ мы ждем движения, цель которого пробить 13 750. 13 800, вот этот диапазон. Если этот диапазон сегодня пробивается, то он может очень быстро сходить вот сюда вот на 14 130. В каком случае этого не произойдет движение? Его не произойдет, если сегодня мы получаем коррекционный откат с пробитием 13 550. Если это происходит, то весьма вероятно по нему пойдет откат. Цель этого отката будет 13 300, вот сюда вот. Пока более вероятно, что движение вверх по NASDAQ, то есть по всему высокотехнологическому сектору, продолжится. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас с позициями на форте МВБ. Фьючерс РТС. Здесь ожидание боковика на сегодня, по крайней мере, на первую половину дня. ВТБ. Здесь юрики делают ставку на рост. Ну и имеет место быть такая интересная закономерность, когда основные голубые фишки отросли и начинают либо консолидироваться, либо немножко проседать. Обычно в это время на арену выходит ВТБ. Ну и еще по традиции электроэнергетика. Сбербанк. Здесь уверенная ставка на рост. Такое ощущение, что они прямо на этой неделе решили гэп закрыть. Газпром. Здесь ставка на коррекционный откат или на боковик. Норникель. Здесь ставка на снижение. По нефти ставка на то, что сегодня по нефти у нас будет боковик. Так, по золоту ставка на коррекционный откат. И по серебру ставка на боковик. Так, друзья, но переходя к графикам акций, что здесь примечательно? Сбербанк уперся он в 310. И вот здесь, я думаю, сегодня будет задача это решена. Это дневной график. Пробитие, не пробитие уровня 310. Если 310 начинаем пробивать и при этом растет объем, то сегодня весьма вероятно произойдет закрытие этого гэпа.
Если такового не последует, то более вероятно, что отсюда последует коррекционный откат, цель которого будет 300, то есть движение в боковике вот в этой консолидации. Так, далее Газпром, 4-часовик. Здесь ситуация достаточно интересная, потому что, судя по графику, еще немножко движения наверх на объеме 264,5, и он весьма вероятно сегодня либо завтра пойдет тестировать на пробой 268,4. Но здесь по Газпрому все достаточно оптимистично. Пока он 255 не пробивает, все движения вниз, все откаты, они выкупаются и будут вести наверх. Так, друзья, вот юрики делают ставку на то, что ГМК на Норильский никель будет проседать. Это дневной таймфрейм. На самом деле, исходя из графика, ситуация здесь не такая безнадежная. Я бы даже сказал, что сегодня, если мы вчерашние лои не обновляем, не пробиваем 26 600, 26 500, то вся вот эта проторговочка, которая у нас здесь возникла, она ведет к тому, что отсюда будет рост, цель его тестирования и пробой 27 600, ну и потом исторический хай. Вот. Если все-таки происходит здесь пробой, то Норильский никель очень быстро потянут сначала на 25 700, и потом вот сюда вот 25 100, 25 тысяч. Так, друзья, ну вот ВТБ еще вчера вечером мы смотрели. Давайте здесь еще немножко мы его проанализируем. Потому что юрики сделали мощную ставку на рост ВТБ, судя по фьючерсам. И поэтому на текущий момент сегодня, если у нас не будет отката и пробоя 4,7, 4,68 копейки, то у нас отсюда ждет тестирование и пробой 4,8 и уход на 5 копеек. Но здесь вот это все движение, которое происходило, оно похоже на то, что идет рывками рост, ну так стандартно происходит. Здесь небольшая передышка, и соответственно отсюда весьма вероятно разовьется движение наверх. Обращаю внимание, что вот если здесь все-таки 4,7 мы пробиваем вот этот диапазончик, то тогда, видимо, придется ему откатиться и вернуться вот сюда, вот в эту область, которая в районе 4,6-4,5. Так, друзья, далее НЛМК. Давайте сразу дневочку. Такая вот страшная штучка вчера возникла. Но смотрите, здесь на самом деле ничего страшного нету. Пока не развивается пробой уровня 260, все вот эти движения, они будут приводить к тому, что его будут выкупать и пытаться загнать на 280. Как только здесь пойдет пробой, то очень быстро может развиться движение, целью которого будет 234,5. Так, друзья, далее полюс золота. Ну, смотрите, сегодня там корпоративные события по нему грядут. Плюс золото пошло в рост. И на текущий момент по полюсу происходит важное событие. Это пробой уровня 15500, 15900, вот этого диапазона. Так, ну и переходя на 4-часовой таймфрейм, здесь идет движение, цель которого 18 тысяч. Вот эти все откаты, которые возникают, если они не ведут к пробою 15600, 15500, они будут выкупаться и акцию будут тянуть. Цель движения 18 тысяч. Так, друзья, далее полиметалл. Сегодня по нему тоже там корпоративные события намечаются. Плюс драгоценные металлы пытаются переписать исторические хаи. Недельный таймфрейм. Ну, здесь ситуация, она менее позитивная, чем по полюсу. То есть он вот подошел к 1800, своему давнишнему уровню, и пытается от него отбиться и скорректироваться в район 1630. Если переходить от недельного к дневному таймфрейму, здесь в целом возможно разворотная формация и сформировалась, но пока не происходит пробитие 17500, 17200, 1720, то, соответственно, он эту позицию будет удерживать и будет стремиться пробить сопротивление 1850 и уйти переписывать исторический максимум. Что касается сегодняшнего дня, ну смотрите, вот сейчас 4-часовой график я поставил. Здесь опять же вот этот диапазон 1753-1720. Если этот диапазон не пробивается, то все вот эти движения будут приводить к выкупу и к уходу на 1850, пробою и потом попытке переписать исторический максимум.
Если все-таки здесь возникает пробой, то его потянут на 1600-1630. Ну, я бы так сказал, по полю золоту, по нему ситуация более уверенная. Полиметалл что-то хандрит в плане роста. Так, друзья, ну и вот вопросы по поводу Nvidia поступают, потому что эта акция, она напрямую связана с криптой, потому что она производит то, что крипте нужно, видеокарты. Здесь пошел уже было движняк на исторический хай переписывания, но, видите, крипту немножко подрезали. Ну, точнее как, пока это можно классифицировать по крипте как коррекционный откат, сильный. Здесь вот эта бумага, она по сути имеет все шансы потестить и переписать исторический хай, но у нее есть уровень, который 590-575, который, если пробивается, она начинает сильно корректироваться на 540 и потом на 500. Пока она удерживается выше этого значения, даже если сейчас будут коррекционные откаты, весьма вероятно их будут выкупать и стремиться ее вытащить на 650 и увести еще выше, выше, выше. Идея очень простая, ожидание того, что крипта будет расти. Для того, чтобы создавать крипту, осуществлять майнинг, нужны видеокарты. И поэтому акции этой компании волей-неволей будут стремиться увести наверх при росте крипты. Так, друзья, ну вот есть еще такая очень интересная компания, она тоже в сфере хай-тека или хай-така, Palantir называется. Она занимается сбором биг дата, его анализом и предоставлением различных аналитических решений на базе этого. Ее очень сильно просадили, но вот здесь ситуация в корне изменилась. Соответственно, в ближайшее время, в случае пробоя 23-24 вот этого диапазона, она весьма вероятно отсюда сразу улетит вот сюда вот на 28, и потом возможно будет следующая волна движения, цель которого 37,5. Ну, соответственно, вот этот сценарий, он не реализуется, если будет откат и пробитие 18-20 вот этого диапазона. Если такового отката не будет, то здесь, судя по всему, за нее крепко взялись, натягивать ее как ракету выше и выше. Так, друзья, ну, в общем-то, это все основные моменты, на которые я хотел обратить внимание. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что мой канал приносит вам пользу и прибыль. Удачи в торгах, всего наилучшего.